Всем большой привет, дорогие мои зрители! Как только начинается сезон клубники, меня тянет приготовить каждый год один и тот же десерт. Это нежнейшее хрустящее безе или же меренга вместе с клубникой и сливочным кремом. Это невероятно вкусно во всех вариациях, будь то меренговый рулет, будь то торт Павлова или же меренговый торт. Обязательно готовьте, это того достойно. Здесь у меня 4 белка или 140 граммов. Я добавляю щепотку соли. То есть это белки 4 средних яиц общим весом 140 граммов, чтобы вам было понятнее. Начинаем взбивать до легкой пышности. Они только начинают пениться, и сейчас мы будем добавлять сахар. По классическим пропорциям для меренги или для безе нам понадобится в 2 раза больше сахара, нежели белков. И лучше всего брать мелкозернистый сахар, чтобы он успел у вас раствориться в белках при взбивании, или же сахарную пудру. Но если вы берете сахарную пудру, то обязательно обращайте внимание, чтобы она была без добавления крахмала, потому что часто продается сахарная пудра, которая не тает на пирогах, дольше остается видимой, и в нее добавляют крахмал, поэтому обратите на это внимание. Сахар берем мелкозернистый, как я уже сказала, и постепенно добавляем. То есть, если у меня 140 граммов белка, то мне понадобится 280 граммов сахара. Для меня лично это очень сладко, поэтому я добавляю 200 граммов. Но вам говорю, что если вы хотите делать все по классическому рецепту, берите в 2 раза больше сахара, нежели у вас белков. Конечно же, меренга по классическому рецепту будет более хрустящей, но и, понятное дело, более сладкой. Взбиваем на средней скорости миксера, не на высокой, потому что если взбивать на высокой скорости миксера, то у вас очень быстро белки взобьются, а сахар при этом не растворится, и вы перевзбьете белки. Что такое перевзбитые белки? Это когда они сначала у вас такие глянцевые, красивые, это идеальные белки для меренги, а потом вы их взбиваете, и они становятся такими рыхлыми и уже не такими глянцевыми. Это перевзбитые белки. Чтобы этого избежать, делаем среднюю скорость, никуда не спешим, чтобы у нас и меренга взбилась, и весь сахар растворился. Для аромата также можете добавить 110 граммов ванильного сахара. И вот посмотрите, у нас белки взбиты до устойчивого состояния. Все как и должно быть. Они хорошо держат форму, и то, что нам нужно, мы достигнули. Как проверить, хорошо ли взбиты белки? Это очень легко и просто. Если вы не боитесь так сделать у себя над головой, значит все хорошо. Они прекрасно держат форму. Добавляю сюда 10 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем на низких оборотах, буквально несколько секунд, пока весь крахмал мешается. При необходимости снимайте белки при помощи лопатки со стенок. Посмотрите, какая прекрасная меренга, какая она красивая, глянцевая. Обратите внимание, она совсем не рыхлая и очень хорошо держит форму. И после добавления крахмала я перемешивала где-то 30 секунд миксером. Берем противень стандартной духовки размером 30 на 40 сантиметров, сам противень, и выстилаем его пергаментом. Пергамент у меня хороший, с антипригарным покрытием, чтобы меренга к нему не прилипла. Если вы не уверены, что у вас прям вот хороший пергамент, то смажьте его тончайшим слоем растительного масла. Буквально 1 каплю капните, и потом растереть можно при помощи бумажного полотенца или просто пальцами. Чтобы зафиксировать пергамент, можно использовать немножко меренги вот так вот по краям. Тогда он не будет ерзать из стороны в сторону, когда вы будете выкладывать меренгу сверху. Совсем чуть-чуть. И потом все прекрасно отмывается. Не переживайте, это просто сахар с белком. Ставим в духовку прогреваться до температуры 150 градусов. Выкладываем. Потом будем распределять. Можно сразу вот так вот по всему пергаменту распределять, раскладывать, а не в одно место целой кучей. И тогда вам будет проще намного выровнять по всей площади. Можно до края чуть-чуть не доходить, потому что меренга при выпекании увеличивается в объеме. Распределяем более-менее равномерным слоем. Каждое лето, каждое начало сезона клубники вот прям меня тянет на эти десерты с меренгой. Надеюсь, что это тоже станет вашей традицией, постоянно их делать. Да, в принципе, в течение лета тоже, потому что это очень вкусно. Мука не нужна, десерт сам по себе легкий, свежий, нежный. Сверху вы можете сделать абсолютно любые
рисунки при помощи лопатки. Можно вот так вот делать, как угодно, чтобы было более нарядно. Ставим выпекаться при температуре 150 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции на 25 минут. Сверху должна появиться красивая хрустящая корочка, а внутри меренга должна остаться мягкой и пружинить при нажимании. Вы это почувствуете. Меренга готова, получилась она просто потрясающая. Сверху она хрустящая, а внутри мягкая и нежная. Это то, что нам нужно. Теперь нужно аккуратно ее переложить на решетку. Не забывайте, что здесь у меня по краям был белок, то есть меренга, чтобы приклеить пергамент. Поэтому немножко подрываем. И теперь аккуратно, вот таким вот образом, перекладываю на решетку. Даем меренге полностью остыть. Когда меренга остыла, берем и аккуратно ее перекладываем на еще один лист пергамента. И аккуратно снимаем пергамент. Не спешите, если вы видите, что здесь вот где-то прилипло, то помогайте себе ножом или шпателем, чем удобно. Вот так вот. Не спешим. Вы сразу заметите, где пергамент пристал. Теперь разделяем меренговый корж пополам. Крем сюда подходит сливочный. Я буду взбивать сливки. Если хотите, вы можете добавить сюда еще сливочный сыр или маскарпоне, или творожный сыр, любой сыр, какой хотите. Тогда крем будет более плотным, а с взбитыми сливками будет просто одна сплошная нежность. У меня здесь 200 мл сливок жирностью 33%. Они очень холодные. Это важно, чтобы хорошо их взбить. Если хотите, можно добавить сюда немножко сахарной пудры, но для меня хватит сладости уже в самой меренге. Вот такие взбитые сливки, они хорошо держат форму. Когда взбиваете сливки, будьте предельно аккуратны, не переусердствуйте, чтобы у вас не отделилась сыворотка и не получились такие маленькие кусочки сливочного масла в сыворотке. Нарезаем 200 граммов клубники на кубики. Это у нас будет прослойка торта. Кстати, этот корж можно использовать и для меренгового рулета, но я хочу сделать в форме в форме торта из двух коржей, потому что таким образом верхний корж у нас будет с такой хорошей хрустящей корочкой. Когда мы делаем меренговый рулет, то корочка очень быстро становится мягкой, потому что она получается как бы внутри. А когда мы сделаем торт из двух коржей, то больше останется хрустящей меренги сверху. Выкладываем взбитые сливки по всей площади нашего нижнего коржа. У нас получается и низ будет еще с хрустящей корочкой, и верх будет с хрустящей корочкой. Это получится отличное сочетание текстур. Нежные сливки, упругая кисло-сладкая клубника, и у нас еще с вами мягкая меренга внутри, а снаружи с хрустящей корочкой. Мне очень нравится, когда меренга именно хрустит. Поэтому такой вариант торта меренгового мне нравится больше всего. Теперь посмотрите, какая красивая у нас получается картинка. Красивый красный цвет ароматнейшей клубники. Можно больше клубники, можно добавить сюда еще малину, кому как нравится. Но вот сочетание именно с клубникой, взбитыми сливками и меренгой, но для меня это какая-то божественная симфония вкусов. Мне очень нравится и постоянно хочется готовить, как только появляется клубника. Я немного поспешила, нужно сразу было нижний корж переложить на блюдо для подачи. Но у меня есть такой большой шпатель, поэтому я могу сделать это и сейчас. А вы можете сделать сразу, переложить пустой корж как основание на то блюдо, на котором будете подавать торт. И накрываем вторым коржом. Он очень нежный, хрупкий. Посмотрите, какая роскошь у нас с вами получилась. Какая меренга хрустящая сверху. Это просто будет сейчас наслаждение. Ну что ж, нарезаем. Это такая нежность. Протираю нож перед каждым срезом, чтобы срез был аккуратным. И посмотрите на эту роскошь. Меренга хрустящая, сверху нежная клубника со сливками. Со всех сторон вам покажу, чтобы было видно, какая
это прекрасная у нас с вами работа десертная. Посмотрите, какая нежность. Это очень вкусно, меренговый торт получается просто невесомым. Вот эта хрустящая корочка сверху, нежнейший сливочный крем вместе с клубникой и этой меренгой создает что-то просто невероятное. Обязательно попробуйте. Меренга еще, которая внутри, которая не хрустящая, которая у нас такая более тягучая, и тоже она нежная, мягкая, и все это нужно просто готовить и наслаждаться все лето. Этот торт подается сразу, он не должен пропитываться, потому что сливки будут размягчать меренгу. Готовьте, наслаждайтесь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.